Приветствую вас, мои дорогие зрители. Оставим машину, и в нашем сегодняшнем коротком путешествии мы посетим латвийский город Сигулда. Старое название Зегевольд. Сигулда – город пещер, замков и удивительных рельефных пейзажей. Не зря этот красивейший уголок окрестили Ливонской Швейцарией. Не все знают, что сравнение с латвийской и ливонской Швейцарией и превращение в популярный курорт Сигулда обязано одному единственному человеку – князю Николаю Дмитриевичу Кропоткину. Ну а наш сегодняшний рассказ об одном из замков Сигулды, и это Турейда. Для начала приобретаем билетики и начнем. А о князе Кропоткине и его роли в развитии Сигулды можно узнать, перейдя по ссылке в описании под видео. Итак, мы во дворе замка, где в начале 19 века было обустроено поместье с жилыми домами, амбарами и конюшнями. Заглянем в главную башню Турейской крепости, высота которой составляет 26 метров. Поднимаясь на смотровую площадку, надо пройти через очень узкие и низкие ходы с каменными ступенями. Высота ходов чуть более полуметра, а ширина всего полметра. Сегодня башня используется как смотровая площадка, с которой открывается восхитительный вид на окрестности. Турейский замок – самый восстановленный замок Сигулды. Его красные стены видны практически с любой точки города. Воссоздание замка было начато в 1953 году, а в 1973 году начались археологические исследования. В ходе археологических раскопок наиболее интересными представляются несколько древних печей, пивоварня, баня с колодцем, около 3 десятков медных и серебряных монет и даже 1 золотой дукат. Рядом с замком находится памятное место. Это могила Турейдской розы, которая жила в Турейде в начале 17 века. Ее история жизни и трагическая смерть стали романтической легендой о любви, храбрости и верности. Подробности в описании. Переместимся на место, где до приходов крестоносцев располагалось городище Ливов. Сейчас это место посвящено латышскому фольклору Дайна. Дайна – жанр народных песен. Одним из собирателей Дайн был латышский писатель Кришьянис Баронис. Мало кто знает, что Дайны писались на берегу Дона. Как писатель туда попал, это уже другой вопрос, но активную помощь в собирании Дайн оказывали русские меценаты. Итак, продолжим и посмотрим на всю эту красоту с высоты птичьего полета. Замок был построен в 1214 году по указанию рижского архиепископа. По окончании строительства замок получил название Фределанд, что в переводе с немецкого означало «мирная земля». Однако это название не прижилось, и до наших дней дошло название Турейда, что в переводе с языка древних ливов означало «божественный сад». Строили укрепления до 15 столетия. В средние века замок имел важное стратегическое значение, прикрывая направление на Ригу и вглубь территории при проходе от моря по реке Гауи, на которой он расположен. Также это был и хозяйственный замок рижского архиепископа, место жительства управляющих краем и военная крепость. Замок Турейда сменил несколько собственников. Когда прекратил существование Ливонский орден, она перешла к ацзейским дворянам. В начале 17 века территорию завоевали шведы, и внутри находился их гарнизон. Во время Северной войны летом 1710 года начинается эпидемия чумы. В Турейдском краме во время эпидемии умирает почти 80% населения. В мирном 1776 году Турейдский замок основательно потрепал пожар. Стражник, которому померещилось нападение врага, выстрелом зажег соломенную крышу. После пожара замок восстанавливать не стали, и он постепенно разрушался и врос в землю на 2 метра. Однако двор крепости не пустовал.
Через несколько десятилетий появились амбары, жилые дома, конюшни и остальные строения для хозяйственных нужд. С 1924 года замок в Туроде, точнее то, что от него оставалось, было внесено в список исторических объектов, охраняемых государством. Однако реставрация замка была начата лишь в 1953 году. В первую очередь восстановлена была главная башня Туройского замка. В конце 18 столетия художник Иоганн Кристоф Бродце отобразил, как некий турист делает надпись рядом с пещерой Гутмани. Нечто вроде «Здесь был Вася». Кстати, первая зафиксированная запись такого рода в Сигулде относится к 16 столетию. И где-то на стене пещеры был оставлен автограф наследником российского престола царевича Николая. Зегевольд в различные времена посещали очень знаменитые люди, и в их числе император Александр II, который побывал здесь в 1862 году. Турецкий замок – один из самых известных, самых популярных и самых посещаемых замков Латвии. Ну что ж, покинем на время это удивительное по своей красоте место Латвии. Позже обязательно вернемся и продолжим знакомиться с историей города. Сигулда – это колорит и развлечения на любой вкус. Это древние замки, живописнейшие национальные парки, экстремальный банджи-джампинг с воздушного трамвайчика, древние пещеры и горнолыжные трассы, веревочные парки для детей и многое-многое другое. Ну вот как-то так. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока-пока.